Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодняшнее видео будет о слете нуклеусов. Что я пытаюсь с этим делать, как с этим явлением бороться, ну и как оно получается. Но прежде я хотел бы показать свой подарок. Один пчеловод мой знакомый, он матковод, оператор искусственного осеменения, узнал, что у меня плохой демарь и захотел мне подарить свой. Он приобрел их несколько, уже испытал и очень рекомендовал. Ну, чтобы не выглядело как реклама, я просто покажу. Мне очень нравится такой демарь, скажу честно. Действительно, зовут его Миша. Миша подобрал, он подбирал для себя, понятное дело, по всем показателям, которые его устраивают. Вот такой демарь, вот такой подарок. А мой, он узнал, что как раз у меня уже приходит, вот так уже выглядит мой демарь. Тут уже оторвалось. Он-то рабочий еще но уже доживает свой век. Поэтому очень кстати, очень вовремя. Итак, о нуклеусах. Значит, что я хотел рассказать. Вот подойдем сюда. Вот вышел я утром, смотрю, кружится здесь такой небольшой то ли облет, то ли какой-то раек, то ли смотрю с этого нуклеуса. Ну что, открываем и смотрим сюда. Вот здесь я 3 отделения объединил, и здесь еще одно отделение. Вот в этих 3 отделениях это уже вернулись остатки пчел. Тут не было ни одной пчелы, это они вернулись. Слетевший нуклеус отсюда. Придется перезаселять сюда. Но пока я показываю. Дальше что произошло? Значит, покружился этот слетевший нуклеус здесь покружился. И ничего лучшего не нашел, как если бы на дереве, а то начал прививаться вот здесь. Вот сюда, с этой стороны. Вот начал прививаться вот здесь. Смотрю, маточка тут ходит. Хорошо, маточка. Думаю, может, нуклеусы здесь матки нет, почему они именно сюда. Одна матка, смотрю, вторая. Они, скорее всего, вытащили ту, которая была здесь в нуклеусе. Через некоторое время, смотрю, обеих давят. В общем, обеих успешно они задавили. Что получается здесь? Здесь было отделение. 2 я перегородки убрал. 2 у меня здесь и здесь нуклеус. Вот один нуклеус поднимаем и смотрим, что тут. Я посмотрел, матки тут нету. Пчелы уже тоже кто куда разлетаются. И хороший засев. То есть они отсюда вытащили хорошую маточку. Которая, уже крылышками машут, без матки оказались. То есть и ту задавили. Иногда у пчел такое бывает. Что у них в голове, я не знаю. Взять хорошую матку задавить, взять свою задавить, ту, с которой они вылетели. Основная масса пчел тут и осталась, потому что пчел здесь было меньше. И теперь что? Выхода другого я не нахожу, как дать сюда им маточник. Он видно, крылышками машут, нету матки. Машут, жужжат. Все, значит, будем им давать сейчас сюда маточник. И пока маточка это выйдет, пока некоторое время тут дозреет, то дай бог у них пройдет это состояние возбужденное. Идем сейчас возьмем маточник. Я показывал уже неоднократно, как у меня стоят маточки, прививку. Здесь я потихоньку забираю маточники, и вот здесь некоторое количество еще осталось. Тут еще одна планочка, вот еще одна планочка стоит полностью. Я ее еще не трогал. И эта планочка. Сейчас мы достанем. Вот так вот выглядят наши прививки. Тут начали застраивать. Хороший взяток идет. И они застраивают. Плюс я еще иногда подкармливаю их. Там даю какие-то остатки. Так, берем один маточник. Остальные на место пока. Это тоже буду заселять, перезаселять нуклеус. Это дальше будет работать. Работа я покажу. Так. Идем теперь в тот нуклеус.
Я вот таким вот образом крепление скрепкой, у меня лучше всего так получается. Быстро, надежно. Вот. Неоднократно метод уже этот испытан, поэтому все нормально. Ну вот так вот берем, где посередине побольше пчел, чтобы они выгрели этот этот самый маточник. Ставим сюда маточник. Вот таким вот образом. Так я придерживаю. И все, и теперь закрываю. Ну и все, не захотели маток, вот хороший какой сплошной засев там, отличный засев. Ну что у пчел в голове, одному Богу известно, поэтому вот такая ситуация. Задавили хорошую плодную маточку и сидят, жужжат. Ну все, вот, да, ну это здесь все. А теперь что делать с тем? Значит, у меня еще вчера слетел нуклеус, там перед дождем, привился на дереве, я его поймал. И сейчас попробуем заселить в то место, откуда слетел нуклеус. Значит, вот этот нуклеус, я его сутки продержал в погребе, поймал вот в такое пластиковое ведро. И, ну, такая решеточка у меня была. Он так приспособил, чтобы они не вылазили, чтобы немножко остыли. Там кусочек сота вырезал такого старого, чтобы хоть как-то где-то они могли там быть. И здесь они привились. Но что интересно, что в этом, ну, поройке или слетевшем нуклеусе тоже было две маточки. И тоже они их давили. И не знаю, там есть матка, нет матки сейчас. Ну, матка-то должна быть. Ну, как бы, что-то они неравнодушно к ним относятся, к этим маткам. Ну что, попробуем теперь заселить. Попробуем заселить. Как у нас это получится, не знаю. Но будем пробовать. Значит, рамки я пока... Пока. Сейчас я посмотрю, как их тут скомплектовать, рамочки. Ага, ну вот так. Две эти пока оставим, а эти все пока уберем. И каким-то образом надо туда будет пчел струсить, чтобы падали сразу туда. Вот так. Тут их немало, я бы сказал. Так, ну, вот таким вот образом струшиваем. Так, тут получилось у нас. Дальше идем. Тут тоже получилось. И теперь с ведра остается. Все. Единственное, что, конечно, чуть упала на пчел, чтобы не придавить именно матку. Так. Ну все, и теперь ставим. Ну вот так вот. Что там есть матка, одна, две, живая или они уже с ней расправились, ну это сложно сказать. Вот так вот сделаем им. Вот так. И пусть туда потихоньку собираются. Вот так. Можем и здесь им открыть. Ну и потом я приготовлю корм. Вот здесь есть кормушечки. И туда поналиваем им корма для начала, чтобы они, если все-таки захотят остаться, тут был корм у них. Для начала жизни в новом жилище. Так, вот смотрим сейчас, как они там собрались. Ну, вон кучка, видно? Он давит одну матку.
одну матку давят. Сейчас я посмотрю, есть ли там вторая. Вот куча, вот. Я снял уже, да. Вот куча, вот. То не так, вот куча. И тут давят маточку. Вон маточка. Видно? Вот маточка. Вот ее и давят. По-моему, уже и задавили. Жива она там еще. Нет, уже все. Сейчас ее достану. Все, мертвая матка. Вот одну матку они задавили. Вот. Вот так она выглядит. Ну что, хорошо, сейчас попробуем. Так, а тут что за куча? Тут что за куча? Тут матки я не вижу, там разбежались. Так, сейчас посмотрим еще. Если вообще тут матка у них хоть одна. Так, основная масса сюда перешла. Сейчас посмотрим. Листик попал. Так, ну тут их больше. Так они рассредоточились. А ну интересно, может я и матку найду. Может хоть одну не задавил. Ага. Ну хорошо разбрелись, так хорошо сели. О, да, отлично. Отлично. А, вот и маточка, вот вижу. Вот маточка. Вот, видно? Вот маточка ходит. То есть с одной они разделались, а одну все-таки себе вот оставили. И такая видно, что уже как и плодная она. Очевидно, она уже и облетелась. Такая полненькая. Ну, она не кормленная, если ее раскормят. Ну, то есть все, вроде как собрались они здесь жить. Ну, дай бог, если это так. Значит, сейчас мы им дадим немножко подкормочку. И это, ну, для начала ихней жизни. И пусть они раскармливают эту маточку, пусть она засевает, и дай бог, может быть, что-то с этого получится. Сутень, туда иди, мужик. Так, все, идите, пчелки. Ну, вот здесь у меня такие кормовые отделения. Сейчас я сюда приготовил сироп. Сироп я делаю на глаз. Чем гуще концентрация, чем погуще. Ну, сколько сахара помещается, чтобы нормально растворился. Подогреваю максимально. И потом, конечно же, жду, пока остынет. Вот пчелки уже здесь ходят. И им оно очень будет кстати, если они останутся здесь жить. Взяток-то, конечно, какой-то есть. Так, тут еще одна семья живет. Ну, дадим я этим подкормку заодно. Вообще-то подкормку давать вот в такое время нуклеусам очень опасно, потому что может быть напад. Вот посмотрим тут еще один нуклеус, как здесь у них обстановка. Просто сюда мы поселили, а здесь был, оставался. Вот немного пчелок закрытые, ага, маточники потянули. Все, значит, здесь матки нет. Сюда мы тоже сейчас, ну, то есть где-то пропало при облете, где-то скорее пропало. Если тянут маточник, ну, пчел немного. Дадим и сюда мы маточник. Ну, попозже, я это уже снимать не буду, просто придется и здесь. Или можно объединять вот с этими. Как бы, ну, пока что матковыводной сезон продолжается, поэтому попробуем сюда тоже дать маточку. Вполне возможно, что они ее еще воспитают. Ну, вот такие как бы вопросы приходится решать. Слеты нуклеусов. Иногда получается подселить, а иногда подселяешь, они по новой слетают. Или же подселил маточку, ждешь, что она засеет, она не засевает. Время проходит, смотришь, она не плодная, не смогла облететься. Другие какие-то причины. Поэтому, ну, вот такие нюансы. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.